что такое 5S и в чем особенность его применения. Почему многие начинают бережливое производство именно с 5S, а не с чего-то другого. Откуда в 5S появилось 6S? Я поделюсь 8 практическими шагами развертывания 5S. Так что смотрите это видео до конца. Всем привет! Это Сергей Лити, эксперт по управлению проектами. Подписывайтесь на канал Лити Про, чтобы поддержать его развитие. Поставьте лайк этому видео или дизлайк, главное не будьте равнодушными. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новом видео. 5S – один из инструментов бережливого производства. Многие руководители и специалисты убеждены, что 5S и есть бережливое производство. Напрямую отождествляет эти два понятия. И это, конечно, не так. Бережливое производство включает в себя большее количество инструментов. Сначала определение, если кто-то пока не знаком с самим инструментом. 5S назван так, потому что нашли 5 слов, которые начинаются с буквы S, которые очень четко отражают методологию. Первый S – сортировка. На этой фазе удаляется все ненужное, а оставшееся классифицируется с точки зрения частоты использования. Вторая S – создание своих мест. Фаза организации хранения всего, что осталось. Третья S – содержание в чистоте и исправности. К сожалению, про устранение неполадок на этом этапе часто забывают. Четвертое – стандартизация. На этой фазе происходит создание правил организации рабочего пространства. 5S – соблюдение и совершенствование. Этот этап определяет меры контроля и дальнейшего развития организации рабочих мест. 6S – создание безопасных условий. Это новый элемент системы организации рабочих мест, и он появился относительно недавно. Так в чем же фишка 5S? Неужели наведение порядка это так важно? В чем смысл? Почему в бережливом производстве такое маниакальное отношение к внешнему порядку? Дело в том, что выявлена закономерность. Дисциплинированное пространство приводит к дисциплинированному действию. Дисциплинированное действие приводит к снижению потерь. Можете верить, а может нет, в пространстве, где наведен порядок, трудовую дисциплину поддерживать легче. Поэтому развертывание 5S является необходимым, но недостаточным условием реализации бережливой культуры. Несмотря на то, что букв S в методе 5, ну или 6 шагов по развертыванию будет 8. Итак, 8 шагов развертывания 6S. Шаг номер 1. Подготовка к внедрению 5S. О нем часто забывают. И это ошибка, которая может сказаться на скорости и результативности проекта по всеобщему упорядочиванию. На этом этапе первое, что необходимо, это определить цели развертывания 5S на участке. И это, пожалуй, пункт, который вызывает наибольшие сложности. Чаще всего цель просто не формулируется или формулируется очень абстрактно, какими-то общими фразами. Ну, например, целью 5S является наведение порядка, или повышение дисциплины, или повышение культуры производства, или какие-то иные формулировки такого общего абстрактного характера. Напоминаю вам, что цели должны соответствовать принципам SMART, то есть быть, по крайней мере, измеримы. Можно рекомендовать такие формулировки. Например, сокращение среднего времени переналадки с 40 до 30 минут. Или время поиска необходимого на складе комплектующих не более 1 минуты. В общем, любые формулировки, определяющие конкретные смыслы развертывания 5S. И запомните, пожалуйста, вы не наводите порядок на рабочем месте, вы снижаете потери за счет внедрения 5S. Впрочем, подготовительный этап включает в себя не только определение цели, но и другие. Они не такие сложные, поэтому я не буду давать развернутые комментарии. Это проведение обучения и вводного инструктажа сотрудников на участках внедрения. Особенно это важно, если мероприятие 5S проводят сами работники на своих местах. Именно так я рекомендую поступить. То есть всю работу выполняют именно работники, а не кто-то другой. Например, члены проектной команды или лин-офиса. Обязательно сделайте фотографии, как есть сейчас. Это позволит потом оценить степень изменения, создаст историю преобразования в вашем подразделении. Определите место отстойника, чтобы люди заранее знали, куда перемещать все ненужное. Определите сразу ответственного за работу с отстойником. Пусть он управляет процессом, а не то есть риск получить свалку. Помните, что отстойник должен быть временным местом. Я рекомендовал бы не организовывать его специально, тем более не в виде отдельного склада. Это приведет к тому, что все переместят в отстойник и благополучно забудут. Появится у вас еще одно хламохранилище. Второй шаг – сортировка. Все, что есть на участке внедрения, вы классифицируете на 3 категории. Первое. Используется постоянно. Целесообразно разместить в непосредственной доступности. Второе. Используется редко. Целесообразно разместить на удаление. И третье. Не используется.
целесообразно удалить из рабочей зоны. Предметы третьей категории, за исключением откровенного хлама, который часто встречается, перемещается в отстойник, место для накопления всего ненужного и принятия дальнейшего решения относительно их судьбы. Очень часто при рассказе о первой С звучит фраза «компания красных ярлычков». Это подход, при котором к удаленному предмету прикрепляется красный ярлык, на котором обозначаются основные сведения о нем, для того, чтобы при перемещении его в отстойник можно было понять, откуда это поступило и в каком количестве и состоянии. Я в своей практике имел опыт работы с красными ярлыками, но в последнее время рекомендую использовать не их, а списки. Фактически, в моем случае, при запуске проекта 5С делается опись всего, что находится на рабочем месте. В этой описи делаются отметки о принятом решении по предметам, история движения этих предметов и тому подобное. Описи в моих проектах заходят лучше, хотя я ничего не имею против красных ярлыков. Составление описи является одним из возможных подходов. Это немного утомляет, но показал свою эффективность, вполне способного подменить компанию красных ярлыков. Затем происходит сортировка предметов согласно частоте использования. Часто используемое, редко используемое и неиспользуемое. Проще всего разобраться с часто используемым и неиспользуемым. Первое оставляем, второе передаем в отстойник и с описью или утилизируем. Что делать с тем, что редко используется? Здесь могут быть различные решения. Нужно всегда исходить из принципа разумности. Что-то перемещается в места общего хранения, например, в кладовые или на удаление какое-то от рабочего места. Что-то может остаться непосредственно в рабочей зоне. Шаг завершается формированием описи того, что должно быть оставлено в рабочей зоне. Шаг третий. Размещение всего необходимого на участке внедрения. Какие мероприятия включает в себя этот шаг? Определение и установка устройств и приспособлений для хранения в рабочей зоне. Например, это могут быть стеллажи, столы, ящики, лотки, ложементы и тому подобное. Размещение всего необходимого в рабочей зоне с учетом эргономики. При размещении необходимо максимально исключить наклоны, повороты, подъемы тяжести и тому подобное. Все часто используемое должно быть на расстоянии вытянутой руки, чтобы можно было легко это взять. Обратите внимание на предметы общего пользования. Это могут быть тележки, определенные инструменты, ключи, и тому подобное. Все также должно найти свое совершенно определенное место. Вспомните о местах вне конкретного рабочего места. Они должны быть также организованы. Например, это может быть зона карантина для брака или места хранения межоперационного запаса, заготовок и тому подобное. Определите места, где хранение запрещено. Например, у электрощитов или у пожарных щитов, или где важно соблюдать правила товарного соседства. Например, нельзя хранить вместе масло и кислород, или яйца и молоко. Я рекомендовал бы вам разработать план ликвидации отстойника. Не забывайте, что он в конечном счете должен быть ликвидирован. В некоторых случаях необходимо документарное оформление списания неликвидного или перемещение зон материальной ответственности. Вспомните и об этом, если у вас надлежащим образом организован учет материальной ответственности. Шаг 4. Уборка, покраска, устранение неисправностей, разработка стандартов уборки или очистки. Здесь все относительно просто с точки зрения понимания, что делать, так что не думаю, что нужно подробное разъяснение. Шаг 5. Здесь вы ожидаете рассказ про 4 С, стандартизацию. Но это не так. У меня немного не по общепринятому порядку. Мы создаем безопасные рабочие места. Это 6 С. И именно здесь она должна быть. Здесь немножечко сложнее. Сначала необходимо понять, какие факторы риска и негативного воздействия есть на рабочем месте. Это то, что может нанести потенциальную угрозу или наносит его в процессе работы. Запыленность или запушенность, высокие температуры, недостаточное освещение, агрессивные жидкости, газы, пар, и тому подобное. Наличие подвижных частей, валов, конвейеров и прочих факторов риска и негативного воздействия. Затем команда должна подумать, как снизить риски и реальное негативное воздействие за счет, например, применения средств индивидуальной защиты, различных барьеров, ограждений, дополнительной вентиляции, отвода паров или излишнего тепла, размещения предупреждающих знаков и тому подобное. 6 шаг. Разработка стандартов 5С. Это могут быть как документы, инструкции, так и методы визуального управления правилами 5С. Документы могут включать в себя, например, опись всего подлежащего хранению в рабочей зоне, графики и стандарты уборки или очистки, инструменты или оборудование или рабочее место в целом, перечень средств индивидуальной защиты, контрольные схемы или фото с образцами, как должно быть и тому подобное.
Визуальные методы могут включать в себя оконтуре схем размещения, бирки на местах размещения, нанесение напольной разметки, размещение запрещающих знаков, установление бордюров, ограждений, там, где размещение недопустимо или есть необходимость обеспечения безопасности, ну и различные иные мероприятия по снижению рисков и факторов негативного воздействия. Седьмой шаг. Создание системы контроля, поддержки и развития 5S. На данном этапе необходимо начать с обучения и доведения стандартов по 5S до сотрудников. Об этом часто забывают. Необходимо разобраться с процедурой контроля 5S. Я рекомендовал бы вам использовать трехуровневую систему контроля. Это самоконтроль, контроль и контроль над контролем. Обращая ваше внимание, что контроль должен быть поддерживающим, а не репрессивным. Восьмой шаг. Вынести уроки и проработать дальнейшие шаги. Этот шаг реализует такие мероприятия, как фотографирование как стало, ретроспективный анализ по проекту, фиксация идей для тиражирования и включения в общекорпоративные стандарты, определение даты повторного проведения проекта по 5S на этом рабочем месте. Вы не ослышались. Я рекомендую на участках, где был проведен проект по 5 или 6S, время от времени, по крайней мере раз в год, повторять все процедуры проекта. Любое рабочее место не может вечно находиться в определенном состоянии. Меняются инструменты, технологии, разметка стирается и тому подобное. Поэтому повторяйте проекты по 5S с определенной периодичностью. Материал сегодня получился совсем непростым. Просто огонь. Подпишитесь на канал, чтобы поддержать проект LitiPro. Поставьте лайк этому видео, если нашли его полезным. Сделайте репост, чтобы моя работа была еще более полезной. А на сегодня это все. Всем лина. Увидимся!